Всем привет! В этом видео хочу показать и рассказать о некоторых причинах, почему плохо заводится бензопила или совсем не заводится. Значит, чтобы заводилась бензопила хорошо, должна быть хорошая искра, хорошая подача бензина и воздух. Ну и, конечно, должна быть компрессия. Прежде чем начать искать причину, почему не заводится бензопила, надо ее уметь правильно заводить. Если будете ее заводить не так, как надо, вы просто-напросто перельете бензин, и у вас уже бензопила не заведется, как бы вы ни хотели. Перед вами 3 бензопилы. Принцип работы двигателя у них одинаковый. Заводятся они немножко по-другому. Заводится китайская бензопила таким принципом. В первую очередь при помощи праймера подкачивается бензин. Потом включается зажигание, вытягивается подсос, дергается пару раз стартером, бензопила схватывает и глохнет. Делаешь перегазовку, подсос выключается, дергаешь обратно стартером, бензопила уже должна завестись, делаешь перегазовку и бензопила должна работать уже нормально. Husqvarna заводится, включается зажигание, вытягивается подсос, дергаешь стартером, бензопила схватывает, делаешь перегазовку, подсос выключается, обратно дергаешь стартером, бензопила заводится, делаешь перегазовку и должна уже бензопила работать нормально. На штиле уже есть 4 положения, так сказать. Первое, второе, третье и нулевое. Это уже когда заглушена бензопила. Штиль заводится вот таким принципом. Нажимаем газ, включаем на самое нижнее положение, дергаем пару раз, бензопила схватывает, потом переставляем во второе положение, дергаем обратно стартером, должна бензопила завестись, делаем перегазовку, в автоматическом режиме переходит на первое положение кнопочка, так скажем, и уже должна работать бензопила нормально. Это тоже на холодную, когда заводишь. На горячее такого делать не надо, просто ставишь на первое положение и заводишь. Но если вы делаете так, как я показал, и у вас бензопила все равно не заводится, надо искать причину. Значит, начнем искать причину со свечи. Итак, крышечку сняли, снимаем колпачок, выкручиваем свечку и смотрим, какое состояние данной свечки. Как видим, свечка наша мокрая, зазорчик хороший. Масло немножко присутствует. Когда свечка мокрая и масло присутствует, берем свечку и выжигаем ее на газовой конфортке, так сказать, прокаливаем. Когда свечку прокалили, проверяем искру. Подключили свечку к проводу, прикладываем свечки корпусом к цилиндру, включаем зажигание и дергаем стартером. Как видим, искра присутствует. Не знаю, ли на камеру видно, но искра есть. Искра хорошая. Значит, проблема не в свечке и не в искре. Скорее всего, будет проблема в переливе бензина. Значит, теперь свечку ложим в сторонку, переворачиваем бензопилу вверх ногами и дергаем стартером. Пробуем вылить всю бензину с цилиндра. Не знаю, или вам видно, но даже навыливалось бензина очень много, даже аж на фильтр вот. И везде его мокро. Значит, был пересос. Теперь все вытерем и вкручиваем свечку. Теперь заводим так, как и должно. Все по правилам. Если в этом была причина, а скорее всего в этом, должна пила завестись. Как я говорил и раньше, пила схватила и заглохла. Теперь ставим во второе положение. Поставили во второе положение. Должна теперь пила завестись. Как я и говорил раньше, сделали перегазовку, перешла наша кнопочка в автоматическом режиме в первую позицию и бензопила работает.
Теперь, если заводить повторно, уже заводить надо вот таким принципом. Просто ставим ползунок в первое положение и заводим. Как видим, на данной бензопиле был перелив бензина из-за того, что ее заводили неправильно. И, как видим, бензопила работает прекрасно. Если вы сделали все так, как я показал, и у вас все равно мокрая свечка, значит, уже проблема таится именно в карбюраторе. Ну вот, я снял карбюратор с бензопилы. Вот как он выглядит. Из-за того, что переливает карбюратор, вся проблема таится вот здесь, под этой крышечкой. Теперь откручиваем вот эти 4 болтика и снимаем вот эту крышечку. Итак, открутил я болтики, снимаем крышечку. Теперь, как видим, вот есть диафрагма. Снимаем диафрагму. Выглядит она вот так. Диафрагма должна быть мягкой, эластичной, не жесткой. По-другому не будет выполнять свои функции. Данная диафрагма управляет вот именно этим коромыслом. Если у нас все в порядке с диафрагмой, смотрим, в каком состоянии коромысла и как оно функционирует. И бывает такое, что именно коромысло вот это клинит вот на этой своей оси. И тогда оно приоткроет иглу и не закрывает до конца. Получается, что игла открыта и бензин постоянно текет. Поэтому и переливает бензин. И мокрая свеча, и не заводится бензопила. Это можно устранить. Откручиваешь болтик и смотришь, как крутится на своей оси вот это коромысло. Если оно крутится очень легко, значит оно не клинит. Тогда значит проблема именно в самой игле. Может быть, даже не надо менять карбюратор. А если коромысло клинит на своей оси, тогда берешь оську и совсем немножечко подшлифовываешь. Потом смотришь, если крутится коромысло, собираешь обратно и смотришь, или закрывает иглу до конца. Можно проверить, или игла закрывается до конца, еще вот таким принципом. Подключается шланг к этому месту, где подключается шланг подачи топлива. Теперь, как видим, игла опущена и клапан закрытый. Теперь берем и дуем в шланг. Воздух не должен идти, если игла закрывается до конца. Как видим, воздух не идет. Теперь я буду дуть в шланг и открою сам рукой при помощи коромысла иглу. Должен воздух идти. Теперь отпускаю коромысло, должно перекрыть игла канал. Обратно дую. Как видим, не дуется, значит, с иглой и с коромыслом все в порядке. Вот таким принципом можно проверить, или игла закрывается и функционирует нормально коромысло. Теперь у нас карбюратор исправный, бензин не переливает, но у нас бензопила все равно не заводится. Где может быть еще причина? Если вы заметили, что искра не очень хорошая, с перебоями, когда заводите, чувствуете отдачу от стартера по руке, то, скорее всего, причина может быть именно в зазоре между катушкой зажигания и магнитом ротора. Между катушки, сердечником и магнитом ротора зазорчик должен быть 0,25 мм. Этот зазорчик можно выставить при помощи вот такого комплектика со щупами. Значит, на данном комплектике ищем щуп 0,25 мм и выставляем зазор. Если такого комплекта не имеется, берется пластиковая бутылка, может быть от Кока-Колы, и вырезается кусочек пластика. Этот кусочек пластика вот именно и есть 0,25 мм. Если бутылки нету на тот момент, то можно взять А4 формата лист бумаги и сложить его пополам. Тоже получится тогда толщина 0,25 мм. Берем лист бумаги и начинаем проверять. Вставляем между катушки сердечником и магнитом ротора. Если легко бумага залазит, значит у нас зазор за большой. Если лист бумаги не хочет лезть, значит у нас зазор за маленький. Что делаем дальше? Откручиваем вот эти два болтика. Приподнимаем катушку. Вставляем лист бумаги. Прижимаем катушку к магниту и затягиваем болтики. Затянули, вытягиваем лист бумаги, прокручиваем. Мы выставили зазорчик 100% 0,25 мм.
И представим, что у нас бензопила все равно не заводится. Схватывает бывает, но глохнет. Где может быть еще проблема? А проблема может быть теперь в подсосе воздуха. Подсасывать воздух может самое часто между карбюратором и цилиндром. Потом может подсасывать воздух между цилиндром и корпусом коленвала. Ну и третье место, где может подсасывать воздух, это через сальники коленвала. И вы убедились, что подсоса воздуха нету, но бензопила все равно не заводится. Или заводится, но обратно глохнет. Скорее всего, может быть забитый глушитель. Тоже на это надо обратить внимание. Вы убедились, что глушитель тоже в порядке, то, скорее всего, надо смотреть, нету ли задиров на поршне в цилиндре. Значит, снимаем в первую очередь глушитель, смотрим через отверстие на поршень. Если будут там задиры, царапины большие, это будет видно через это отверстие. Вот такие могут быть неисправности, если у вас не заводится бензопила. Рассказал вам немножко о бензопиле, что, где и как искать. Может, кому-то помог. Ну а на этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Всем пока.